Что если отправиться в Поморье, но не только по большим городам, а заехать в самые отдаленные участки, куда добраться можно только на небольшом самолете-кукурузнике, пролететь в крошечный аэропорт, который находится просто в поле, потом ехать по узкоколейке на поезде, а потом вообще на дрезине. И это все ради того, чтобы увидеть изумительные пляжи Белого моря, необычайную природу, животных, монастыри и крепости. В общем, все началось с того, что я решил отправиться в Архангельск, а тут есть два аэропорта. Первый – это аэропорт Талаги. Он принимает обычные рейсы из других городов. Одним словом, стандартный городской аэропорт. Второй – это аэропорт Васьково, и вот отсюда летает малая авиация в разные труднодоступные места Архангельской области. А я люблю все, что связано с авиацией, особенно с малой авиацией, которая летает вот в такую вот глушь, в которой я нахожусь сейчас. И в прошлом году даже летал на Як-40 в Вологду и Великий Устюг. Об этом видео у меня есть на канале уже. Так что меня ни в коем разе не останавливают такие приключения, а наоборот, мне даже захотелось полетать по Архангельской области на Ан-2. Поэтому первым же делом я отправляюсь именно сюда, чтобы улететь из Архангельска в труднодоступные места на Белом море. Несмотря на то, что это второй по величине городской аэропорт, он не очень большой и во многих местах отличается от тех больших международных аэропортов, к которым я привык. Когда я прошел все досмотры и на все 100% был готов лететь навстречу приключениям, за мной и еще несколькими пассажирами приехал аэропортовый желтый автобус, который, как я понял, был единственный на весь аэропорт. И вот я на летном поле среди небольших, но, стоит отдать должное, очень красивых самолетов, на одном из которых мне сейчас предстоит полететь. Внутри самолет не сильно просторный, и все сидят друг напротив друга, причем вместе со своим багажом, который обычно убирается либо под сиденье, либо закрепляется на свободных местах, которые остались в салоне. Самолет не герметичный. Нет, тут не дует и вода не затекает, но обмен воздуха с окружающей средой есть, поэтому самолет летит не очень высоко, чтобы пассажиры могли нормально дышать. Внизу проносятся леса и болота, затянутые туманом, а иногда обзор полностью закрывают тучи, которые в этот день были серыми, плотными и низкими. Для меня, как для любителя самолетов, такой полет был не просто способом добраться до далеких поселений, а что-то по-настоящему увлекательное и интересное. Не знаю, как это выглядело со стороны, но в моем воображении это было как-то так. Через 40 минут такого полета я прилетаю в небольшой поселок Архангельской области Пертаминск. Между прочим, тут есть собственный аэропорт. Вот это вот небольшое здание – местный аэровокзал, если, конечно, это можно так назвать. Пока что на этом мои полеты заканчиваются, хотя дальше я еще много на чем полетаю. Однако я еще не достиг конечной точки своего маршрута. Самолет тут стоит 10 минут, а затем летит дальше на север. Кстати, все вот это вот предприятие называется Арктические авиалинии. Часть пассажиров тут выходит, а часть подсаживается, чтобы попасть в другую деревню, потому что другой связи с внешним миром тут практически нет. Ну, разве что по морю, однако причалить тут могут только лодки и небольшие частные катера, так как регулярных водных рейсов тут нет, и самолет — это единственный способ добраться до сюда. Но вот самолет готовится к взлету. Кстати, очень интересно, наверное, было бы жить на этом участке, который практически находится на взлетно-посадочной полосе. Ну, да ладно. Я провожаю взглядом взлетающий самолет и отправляюсь в поселок. При этом наблюдая, как самолет кружит по кругу и, набирая высоту, улетает все дальше и дальше. Сейчас у меня только утро, поэтому есть время, чтобы освоиться и осмотреться. Я решаю пройтись по поселку и посмотреть, как тут живут люди.
Постоянных жителей тут всего 100-140 человек. Это те люди, которые живут тут круглый год. Летом численность может достигать 200-400 человек за счет отдыхающих жителей ближайших городов, которые имеют тут дома, но используют Пертаминск как дачу и приезжают сюда только на лето или отпуска. Я довольно быстро прошел через весь поселок и оказался на берегу Белого моря. Точнее, на берегу Унской губы Белого моря. Дальше пути нет, его преграждает вода. В названии Пертаминск ударение падает на Минск. Это я, кстати, узнал только уже здесь. Но это моя не конечная точка. Исходно я собирался поехать в деревню, которая находится еще дальше. И до нее я, в принципе, мог бы долететь на самолете, на котором долетел сюда. Но места уже все были раскуплены, и долететь я смог только до сюда. Для начала мне нужно переплыть через залив, чтобы попасть вон на тот вот дальний берег. Сделать это, конечно, не очень просто, но я нашел способ. Я нашел местного жителя, с которым мы договорились, что за определенное вознаграждение он меня переправит на другую сторону. Он начал готовить катер для выхода в море. Ну а пока суть до дела, я решил немножечко прогуляться по пляжу, чтобы оглядеться и посмотреть на всю вот эту вот красивую природу. Тут у многих жителей есть свои лодки и небольшие катера. И даже причал есть, точнее то, что от него сейчас осталось. Раньше сюда иногда приходила баржа, которая привозила посылки, еду и перевозила людей между такими населенными пунктами. Но сейчас она уже просто лежит тут на песке и отдыхает. Ну вот, все готово и можно отправляться в путь. Я сажусь в катер и следующий час наслаждаюсь изумительными пейзажами Белого моря. Когда мы подплывали близко к берегу, то на камнях я заметил отдыхающих тюленей. Это очень скрасило мою поездку, даже несмотря на то, что тюлени были очень пугливыми и подплыть слишком близко к ним не было возможности. На горизонте можно было отчетливо разглядеть то, что нельзя показывать на видео, и то, что выплыло из Северодвинска. А я продолжал плыть все дальше и дальше. Так как сначала я достаточно много времени провел в Пертаминске, а потом мы долго плыли, то самолет уже успел сделать круг и возвращался обратно. Так что я опять застал его и увидел, как он заходит на посадку в поселок, чтобы потом отправиться обратно в Архангельск. Ну вот, берег. Тут я прощаюсь со своим переправщиком и отправляюсь дальше. Где-то тут меня должен встретить другой человек, который отвезет до следующего населенного пункта. Но пока он не приехал, у меня есть немного времени, чтобы походить по берегу. Но я не хочу просто бродить по побережью, а зайти хочу немножечко в лес, чтобы посмотреть развалины Унского лесопильного завода. От стен тут осталось мало чего, поэтому я сюда пришел в первую очередь ради английских локомобилей 19-20 века. Это массивные передвижные паровые двигатели, которые до сих пор стоят тут под открытым небом. Гулять долго я тут не смог, так как было очень много комаров и мошки. Хорошо, что я достаточно быстро на лесной дороге увидел машину, которая должна была меня забрать и отвезти дальше. Теперь мне где-то еще 1,5-2 часа предстоит ехать на буханке по лесным дорогам. Причем дорога была иногда прям совсем заросшая и лесная. Но по большей части можно было все-таки ехать с более-менее нормальной скоростью, хотя и с большой тряской. Сначала мы ехали по северному лесу, который иногда сменялся небольшими полянами. Иногда местность была заболоченная, но после болотистых мест опять появлялся лес. Через некоторое время дорога начала петлять вдоль песков.
Это были песчаные дюны, которые у одного из берегов медленно, но планомерно отвоевывают у леса все больше и больше территории. После пересечения песчаных дюн мы ехали вдоль берега. Растительность тут уже не такая высокая, что позволяло видеть намного дальше вперед и в стороны. Кое-где дорога идет просто по пляжу, то есть ты едешь просто по песку вдоль моря. Как по мне, это был самый ровный участок пути, где практически не трясло. Свернув с пляжа и немного поднявшись в горку, я попадаю в деревню Яринга. Это маленькая рыбацкая деревенька на берегу Белого моря. Она находится на берегу одноименной реки, через которую тут сделан деревянный мост. На узкой песчаной косе между изгибом реки и морем лежат деревянные лодки. Для коренного помора лодка никогда не была просто вещью или куском дерева. Она была кормилицей, защитницей от ледяных штормов и фактически еще одним членом семьи. С этим связан главный закон побережья. Рубить на дрова, ломать или сжигать отслуживший свой баркас, так называется эта лодка, считалось у поморов страшным грехом, который обязательно навлечет беду на всю свою семью. Когда лодка полностью приходила в негодность и уже не подлежала ремонту, ее в последний раз вытаскивали на берег, уносили в дюны и оставляли там навсегда. Но мой путь лежит дальше, до следующей деревни, так что я тут долго не задерживаюсь и еду дальше вдоль берега. Однако уже на самом подъезде к деревне ломается машина. Встает на дороге, не заводится и никуда не едет. Все попытки починить ее оказываются провальными, так что приходится вызывать из деревни помощь. А деревня уже совсем близко, вон там вдали среди зеленых лугов находится Лопшенька. Именно туда я и пытаюсь попасть. Через некоторое время из деревни приезжает другая машина, и дальше путешествие продолжается вот с таким видом. И вот я на месте. Это деревня Лопшенька. Она достаточно крупная деревня по меркам Онежского полуострова. Тут нет каких-то крупных достопримечательностей, ради которых стоит сюда ехать. Однако и я сюда ехал не за этим, а за природой. Ехал, чтобы оказаться в далекой деревне, отрезанной от всего мира на берегу Белого моря. Деревня выглядит ухоженно. Аккуратные избы, чистые улицы и фирменные северные деревянные мостки. На побережье вокруг Лопшеньги до сих пор можно увидеть рыболовецкие тони, промысловые участки с избушками и сетями, где веками добывали навагу, семгу и беломорскую сельдь. А после штормов на песчаный берег выбрасывает тысячи водорослей и медуз. Я, конечно, медуз в большом объеме сейчас не увидел, но зато увидел множество других вещей, которые выбросило недавно на берег. Дома в Лопшеньге обычно огромные, рубленные из вековых бревен. Это дома-комплексы, приспособленные к суровым зимам. Жизнь здесь подчинена двум главным стихиям – Белому морю и глухой северной тайге. Но жизнь в Лопшеньге – это не выживание. Это очень размеренное, уединенное и гордое существование людей, которые искренне любят свой суровый край и не применяют его на городские многоэтажки. Жил я тут в администрации поселка вместе с сотрудниками, инспекторами, которые следят за соблюдением всех правил, потому что эта территория выделена как национальный парк, охраняемый государством, и просто чтобы приехать сюда и ходить по лесам и полям, нужно оформлять специальное разрешение, без строгих проверок, но больше как формальность, но разрешение нужно получать. Но как я буду отсюда возвращаться обратно, наверное, спросите вы. А обратно я хочу улететь отсюда на самолете. Это аэропорт Лопшенька, точнее поле, которое сделано под аэродром.
Вот там вот садится и взлетает самолет, а чуть-чуть правее находится здание аэровокзала. Ну, точнее, маленький деревянный домик. Да, вот это небольшое деревянное здание – местный аэропорт, в который я сейчас пойду на регистрацию. Аэропорт Лопшинге – это единственный в России действующий деревянный аэровокзал-музей. Здесь современные пассажиры малой авиации ожидают свои рейсы в аутентичных декорациях советских 1970-х годов. Но это все на первом этаже. Если подняться на второй, то там продолжение экспозиции с различными стендами и интересными экспонатами. Чтобы получить посадочный талон и зарегистрироваться на рейс, нужно пройти в самую дальнюю часть, где смотритель аэропорта оформит багаж и зарегистрирует вас на рейс. После всех формальностей я спускаюсь вниз и выхожу наружу, потому что сейчас будет прилетать самолет. Точнее, сегодня сразу 2 самолета с разницей 5 минут. На самолетах сюда привозят пассажиров, срочные посылки и почту. Рейсы регулярные и круглогодичные, потому что кроме как на самолете сюда трудно добраться другим способом. Один самолет летит дальше по берегу, в другие деревни, а другой обратно, в сторону Архангельска. Как по мне, самолеты очень красивые, и полет на таком небольшом самолете – настоящее приключение. Но вот, все погружено, все пассажиры заняли свои места, и самолет готовится к взлету. За окном проносится здание аэропорта, потом немного мелькает лес, и вот уже виден берег и море. Самолет набирает высоту. Когда я смотрел в окно, то видел все места, которые раньше проезжал на автомобиле. Леса, холмы и зыбучие пески. Через некоторое время мы начали снижаться для посадки, но это был не конец маршрута, это был промежуточный пункт. Я опять вернулся в Пертаминск, где выходил в прошлый раз, однако сейчас я тут не остаюсь, а лечу дальше до Архангельска. После 10-минутного перерыва мы опять взлетаем и летим дальше. И еще через 40 минут я опять в аэропорту Васькова. Кстати, это был мой первый рейс, где посадочный талон у меня заполнен от руки. Ну вот, я в Архангельске. Что могу сказать про этот город? Ну, наверное, очень известных достопримечательностей, о которых я много слышал и ради которых бы сюда поехал, я, наверное, не вспомню. Поэтому на этот день у меня был план просто прогуляться по городу. Но есть тут одна интересная особенность с погодой. Она меняется каждые 15 минут. Только что мог идти проливной дождь, дуть сильный ветер, гнать грозовые тучи, а буквально через пару мгновений светит солнце и небо полностью голубое. Местные жители иногда даже говорят, что если вам не нравится погода, то просто подождите 15 минут, и она уже будет совершенно другой. Из мест для прогулок я для себя нашел два основных маршрута. Это пешеходная улица в центре и набережная вдоль реки Северная Двина.
Кстати, именно тут я нахожу для себя еще одно развлечение – прогулка на паромчике по реке. С причала номер 8 каждые 1,5 часа отправляется корабль на остров Кего. Это отличная возможность посмотреть на город с воды. Причем проезд тут стоит так же, как на обычный городской автобус, даже на рубль дешевле, если я правильно помню. Так что, на мой взгляд, это отличная сделка. С воды открывается панорамный вид на весь город, а также на самый северный разводной мост в мире. Это совмещенный автомобильный и железнодорожный мост через Северную Двину. На реке частенько стоят корабли, которые ждут, когда мост разведется, чтобы пройти вверх или вниз по реке. Когда я высадился на острове Кего, то резко начался шторм. Дул сильный ветер и пошел дождь. Пока я искал ближайший навес, местные жители, которые тоже приплыли сюда на пароме, сказали, что тут особо смотреть нечего. Ну, разве что старые деревянные дома, которые я и в Архангельске могу увидеть. Да и вообще, остров обычно интересен отличными пляжами, а сегодня погода была не самая лучшая для купания. Поэтому я решил сразу же вернуться на паром, чтобы успеть обратно и не ждать 1,5 часа следующего. Я никак не хочу обидеть Архангельск, но мест тут действительно не очень много, которые можно было бы посмотреть, ну, по крайней мере, на мой взгляд, для интересного приключения. Поэтому я решил отправиться в соседний город Северодвинск. В сам город я решил не заезжать, хотя потом понял, что это было ошибкой. А отправился я на север Северодвинска, на остров Ягры, где находится природный парк Сосновый Бор. Первое, что я тут заметил, что почти под каждым деревом был муравейник. Большинство из них были аккуратно огорожены, чтобы посетители их не затоптали. Но в первую очередь я сюда приехал не потому, что хотел прогуляться по парку, а потому что Ягры известны своими пляжами и дюнами. Место частично расположено на мелкой песчаной косе, и мне это очень напомнило свою поездку в Калининград и Куршскую косу, про которую я делал видео. И действительно, оба места являются редкими и экологически хрупкими памятниками природы, где сосновый лес растет на песчаных дюнах у морского побережья. Однако они кардинально отличаются масштабом, климатом, туристической инфраструктурой и статусом охраны, но аналогии проводить можно. Со стороны казалось, что я где-то южнее, но никак не на Белом море. Особенно если бы день был не ветреным, то тогда бы вообще жара была бы, и это место ощущалось как южный курорт. Никогда бы не подумал, что такие места могут быть на Белом море. Нагулявшись по пляжам, я отправляюсь на юг Северодвинска, где на окраине города, среди гаражей, начинается посадка на поезд, который ходит по узкоколейке. Это Кудемская узкоколейная железная дорога, действующая лесовозная узкоколейка с шириной колеи 750 мм. Но это не заброшенная ветка, она находится на балансе города Северодвинска и выполняет роль полноценного общественного транспорта. Посадка производится на станции Водогон, и дальше поезд 1,5 часа едет до конечной станции Белое озеро. Вагоны тут есть закрытого и открытого типа, а также сзади при необходимости прицепляют грузовые платформы. Ну вот, когда все готово, поезд отправляется в лес по маршруту. Погода сегодня была солнечная, поэтому ехать на открытой пассажирской платформе было одно удовольствие. Не просто так эту железную дорогу называют одной из самых красивых в Северодвинске. Когда ты тут сидишь, едешь то по лесу, то по болоту, то по зеленым полянам, создается просто непередаваемое ощущение. Иногда поезд проезжает небольшие деревеньки, и ты едешь вдоль чьих-то домов и огородов, но большая часть маршрута все-таки проходит по лесу.
Уже ближе к вечеру поезд приезжает на конечную станцию Белое озеро. Вообще, это далеко не туристический поезд, и расписание его подстроено не для обычных поездок, а под нужды местных жителей. Потому что кроме как на поезде сюда не попасть. Тут нет рек, чтобы добраться по воде, нет аэропорта, чтобы долететь на кукурузнике, и нет дорог, чтобы доехать на машине или внедорожнике. Поэтому единственная связь с миром тут по этой железной дороге. Сегодня поезд больше никуда не поедет. Все пассажиры выходят, а грузы выгружаются из грузовых платформ. Я решаю просто побродить по деревне и полюбоваться здешними видами. Население тут не очень большое, около 300 человек, но есть своя школа и магазин, так что деревня живет. Через некоторое время брождения по деревне я выхожу непосредственно к Белому озеру. И когда выхожу на пирс, понимаю, что что-то в этом есть. Жить не в городе, а в такой удаленной деревне. Тут нет суеты и шума, просто размеренная жизнь и спокойствие. Но только во всей этой поездке есть небольшой нюанс. У меня нету обратного билета. И я сейчас нахожусь посередине бескрайних лесов, болот и всего, чего только можно. То есть в глуши. И чтобы добраться обратно, у меня есть вариант, конечно, на поезде, на котором я сюда приехал. Но он будет только завтра, в первой половине дня. То есть мне нужно где-то переночевать, то есть ходить сейчас по домам и спрашивать, кто меня сможет приютить, переночевать. Или второй вариант – найти местного жителя, который на каком-нибудь попутном транспорте сможет меня довести до Архангельска или Северодвинска. Благо, тут почти у каждого жителя есть своя дрезина, на которой они добираются до ближайших деревень, с которыми уже есть какая-никакая связь. Когда я тут ходил, то частенько видел стоящие у путей дрезины. Вообще, дорога идет и дальше, просто этот участок уже официально не поддерживается и существует только на усилиях энтузиастов, которые немного ремонтируют его, чтобы на дрезинах доезжать до еще более удаленных мест. Так, мои обновления. Во-первых, здесь очень много мошек и комаров. А во-вторых, я поспрашивал людей у станции, и они сказали, что из тех домиков, которые сдаются сейчас, все занято, то есть свободных мест нет. То есть остаться я вроде как не могу. Или мне надо поискать просто у каких-то частных людей, зайти и поспрашивать, а у вас есть свободное место, чтобы я переночевал? Вот. А третья новость. Я нашел человека, который сейчас на дрезине поедет обратно в Северодвинск, и я к нему присоединюсь. Да, мне посчастливилось найти человека, который собирается поехать обратно в город и за небольшую плату согласился меня взять с собой. И вот я опять еду по узкоколейной железной дороге, но уже в обратную сторону. Дрезина, конечно, очень маленькая и сильно трясучая, поэтому держаться нужно крепко, но зато на прямых участках может развивать достаточно хорошую скорость. Мимо меня проносятся уже увиденные мною недавно пейзажи, а один раз почти перед самыми колесами пропрыгал заяц и быстро скрылся за пригорком. Вот так я доехал обратно до города. А вот кадры, как паркуется дрезина, когда мы доехали до места.
Кстати, небольшое дополнение про Северодвинск. Когда я туда ехал, я думал, что это будет полузакрытый советский город, который впитал в себя все самое плохое из СССР. Ну, в том плане, что это будет стереотипные, серые, однообразные панельки, все по-военному закрыто. И как только я достану там свою камеру, то ко мне сразу подойдут и спросят, что я вообще делаю, и давайте-ка мы проверим ваши документы. Но по факту все оказалось куда лучше, и мне Северодвинск понравился намного больше, чем Архангельск, потому что Северодвинск, он одновременно и широкий, и одновременно уютный, и зеленый, очень просторный и комфортный город, и мне там очень понравилось, он очень красивый и не закрытый, да, туда нельзя заезжать иностранным гражданам без специального разрешения, но, тем не менее, туда спокойно я, как гражданин России, могу заехать, посмотреть, погулять, и мне очень понравился этот город. Прям открытие года, я бы сказал. Еще рядом с Архангельском можно отправиться в музейный комплекс «Малые Карелы». Это один из крупнейших в России государственных музеев деревянного зодчества под открытым небом. Он расположен в 25 километрах от Архангельска на живописном берегу реки Северная Двина. Тут можно посмотреть, как жили на этих землях местные жители. Причем многие избы и строения тут настоящие. Они были разобраны в разных деревнях, привезены сюда и тут обратно собраны. Причем, что самое интересное, в каждое здание можно зайти и посмотреть, как был обустроен быт внутри. Мне это очень напомнило похожий музей под открытым небом в Беловежской пуще или в Иркутске, когда я снимал видео про Беларусь или про Байкал. Но тут все было немного по-другому, потому что еще стоит учитывать географические различия в образе жизни и культуре народов России, ну и Беларуси. На следующее утро я опять отправляюсь в аэропорт Васьково, но на этот раз я полечу не на самолете Ан-2, а на вертолете, потому что мне нужно попасть на самый большой архипелаг Белого моря. До этого я никогда не летал на вертолете. Да, конечно, у меня была возможность долететь из Гонконга в Макао на вертолете. Не знаю, о чем я тогда думал, но я тогда выбрал паром. Однако сейчас я решил попробовать и вертолет тоже, а не только на самолетах летать. К тому же тогда я смогу добавить свой рейс в P-Journey. Это специальное приложение, в котором у меня хранятся все мои перелеты. Доступна статистика по ним и, в общем, все, что связано с авиаперелетами, это вот про это приложение. До этого там именно на карте можно было отмечать только свои авиаперелеты, ну то есть путешествия, где вы летали именно на самолете. Однако я подумал, что это не очень удобно, и теперь там можно отмечать вообще все свои путешествия. Да, и я еще и разработчик этого приложения, поэтому как только появляется новая идея, я ее сразу же внедряю. Поэтому, если вы летите на самолете, линия у вас будет одного цвета. Если едете на поезде или на пароме, то другого. А если летите на вертолете, то третьего. И, кстати говоря, если вы укажете тип воздушного судна, то и значок тоже будет тематический. Да, я добавил полноценную поддержку вертолетов, и там присутствуют все популярные модели России, Европы, США и Азии. Так что теперь вертолеты появились не только в моей жизни, но и в любимом приложении для путешествий. Вот я на автобусе подъезжаю к вертолету Ми-8 и готовлюсь к взлету. Лететь до Соловецких островов отсюда примерно 1,5 часа. Но когда летишь на вертолете, то ощущения немного другие, нежели когда на самолете. По моим ощущениям, это как будто бы я запустил высоко над землей свой дрон и нахожусь прямо на нем, потому что внизу плавно проносятся леса, реки и редкие дороги, по которым едут машины. Через некоторое время земля закончилась и началось море. Все-таки мы летим на острова. И вот, наконец-то я снова вижу землю. Это Соловки со своими многочисленными озерами.
Вертолет мягко приземляется, и я выхожу на территорию Соловецкого аэропорта, откуда меня забирает аэропортовый автобус, который сразу же привез сюда пассажиров, которые должны улететь обратно в Архангельск. Вот такое тут небольшое здание аэропорта. Кстати, все дороги тут не асфальтированные, потому что мы находимся на острове в Белом море, а города тут особо-то и нет. Но давайте обо всем по порядку. Главным градообразующим сооружением тут является православный монастырь, который окружен каменной стеной с башнями. Выглядит это очень живописно и красиво, но вот что меня тут поразило, это размер камней, из которых сделаны стены. Обычно крепости делают из камней поменьше, по крайней мере в моем представлении, а тут камни были очень огромные. Во многих местах храмы и оборонительные стены с башнями сейчас ремонтировали, и они были закрыты строительными лесами. Но даже несмотря на это, впечатления от посещения этого места остаются яркими. Вход сюда бесплатный, и во многие места можно зайти внутрь и походить. Добраться сюда можно двумя путями. Либо по воздуху из Архангельска, как я и сделал, либо по воде из Карелии. Там из городка Кемь ходит морской паром, который возит пассажиров туда и обратно. На мой взгляд, наилучшим вариантом тут будет взять в прокат велосипед и отправиться исследовать окрестности. Около монастыря есть небольшое поселение. Тут не очень много жителей, ходят коровы, а практически все дома деревянные. Заехав в магазин и взяв с собой перекус, я отправился исследовать остров. На велосипеде ездить тут одно удовольствие. Я ехал по лесным дорожкам, которые иногда выходили на более большие дороги, по которым тут передвигаются немногочисленные машины, точнее экскурсионные маленькие автобусы. Первое, что мне попалось на пути, это лабиринт из камней. Его сложили не просто туристы, но кто и когда это сделал, непонятно. Он тут очень давно, и точного объяснения, откуда взялись на этом и соседних островах такие лабиринты, пока нету. Я еду по дороге дальше и несколько раз встречаю тут зайца, который перебегает мне дорогу. Следующим местом, которое встречается мне на пути, это небольшой ботанический сад. Это один из самых северных ботанических садов в мире. Сейчас коллекция сада насчитывает более 1800 видов и сортов растений. Главный феномен места в том, что южные растения, адаптируясь к суровому климату, начинают куститься и расти тут, а все благодаря уникальному расположению сада в лощине. Тут я встречаю лису, которая уже не особо боится людей и иногда приходит сюда из леса в надежде, что ее угостят чем-то вкусным. Если подняться по тенистой тропинке чуть выше, то попадаешь на вершину холма, где оборудована смотровая площадка на Соловецкий монастырь. Мне тут очень понравилось, и не потому, что я люблю рассматривать всякие растения, а просто из-за атмосферы тут. Тут тихо и спокойно, слышны звуки природы, а сам сад сделан очень уютно, и когда попадаешь сюда, хочется просто остановиться и немного побыть тут, созерцая всю эту безмятежность. Но чтобы успеть закончить свой маршрут до заката, мне нужно ехать дальше. Впереди у меня еще долгий путь. Дорога уводит меня все дальше и дальше, а я потихоньку продвигаюсь вперед, крутя педали. Через некоторое время дорога значительно ухудшилась, и пришлось даже немного промочить ноги, не говоря уже о брызгах грязи на обуви и штанах. Добраться до большинства мест можно не только пешком и на велосипеде, но и на автобусах в составе экскурсионных групп. Но, как по мне, интереснее самому на велосипеде. Кто
кто похитрее и побогаче, выбирал не обычный велосипед, а с электрической тягой. Все-таки ехать действительно тут нужно далеко и долго. Но вот вдали показалась моя конечная точка. Именно туда я и направляюсь. Да, я хочу попасть вон на ту далекую гору. Ее даже не видно отсюда, потому что она так далеко. Ух, надеюсь, мне хватит сил. Еще некоторое время я еду на велосипеде, но на самом подъезде висит знак, что дальше ехать нельзя, и велосипед нужно оставить на парковке. Дальше мне нужно подниматься пешком. Это церковь на Секирной горе, знаменитый и единственный в своем роде каменный храм-маяк. Белоснежное трехъярусное здание, увенчанное стеклянным световым куполом, считается одним из главных символов Соловков и совмещает в себе духовное служение с навигационной помощью морякам. Помимо езды на велосипеде, можно отправиться по озерам на лодке. Еще когда я сюда летел на вертолете, я заметил, как сильно остров утыкан озерами разных размеров. И еще тогда подумал, что хорошо было бы поплавать на лодке по ним. Некоторые из этих озер связаны между собой каналами. Озерно-канальная система Соловецких островов – это грандиозная гидротехническая сеть, созданная руками монахов Соловецкого монастыря на протяжении нескольких веков. Ширина каналов варьируется от 2 до 4 метров. Их главная уникальность в долговечности конструкции. Берега и дно каналов монахи укрепляли валунной кладкой без использования цемента, а также деревянными сваями из лиственницы, которая не гниет в воде, а лишь становится крепче со временем. Многие каналы исправно функционируют уже более 400 лет. Чтобы проплывать узкие места, мне выдали третье весло, которое по размеру меньше двух других и нужно, чтобы грести, сидя спереди на носу лодки, когда проплываешь узкие каналы. Это все нужно было по нескольким причинам. Доставлять пресную воду из экологически чистых глубин острова прямо к стенам Соловецкого Кремля, в Святое озеро. Создавать мощный напор воды за счет разницы уровней озер, чтобы крутить колеса монастырской водяной мельницы. Ну и, конечно же, проложить удобные водные пути для перевозки на лодках дров, сена, строительных материалов и камня из отдаленных скитов в центральную усадьбу. Но как бы то ни было, сейчас тут получились очень красивые места для водной прогулки. Еще одно место, которое мне тут запомнилось, это большая каменная дамба. Валунная дамба на Соловках – это грандиозный каменный мост-насыпь протяженностью чуть более 1 километра, соединяющий Большой Соловецкий остров с островом Большая Муксалма. Согласно суровому монастырскому уставу, на главном острове у стен Соловецкого Кремля раньше строго запрещалось держать живородящую скотину – коров, быков, поэтому молочное хозяйство и обширные пастбища были организованы на соседнем острове. Острова разделяет коварный морской пролив с мощными штормами и сильно приливно-отливными течениями, что делает перевозку животных и товаров на лодках смертельно опасной. Однако под руководством талантливого крестьянина-послушника было решено построить сплошную дорогу прямо через море. Если смотреть сверху, дамба имеет волнообразную форму с 2 крупными изгибами. Это не ошибка строителей, а тонкий расчет. Извилины служат эффективными волнорезами, гася силу морского прибоя и течений, которые быстро бы размыли прямую стену. В центральной части дамбы обустроены 3 красивые каменные арки. Они необходимы, чтобы морская вода, рыба и мелкие суда могли беспрепятственно циркулировать между частями пролива. Как по мне, тут очень красиво и сюда обязательно нужно съездить. А Архангельская область надолго останется у меня в воспоминаниях.